Здравствуйте, уважаемые зрители канала! Сегодня мы предлагаем вашему вниманию новый выпуск на тему «Почему Джохар Дудаев женился на русской женщине?». По убеждениям Джохара Дудаева, Чеченская республика, или как он ее называл, Ичкерия, должна была навсегда отделиться от Российской Федерации. Но при этом сам Дудаев, словно по иронии судьбы, соединил свою жизнь с жизнью русской женщины, уроженки старинного города Коломны. Алла Куликова влюбилась в восточного красавца раз и навсегда. Он тоже отвечал ей взаимностью. Она была с ним до самого конца, несмотря ни на что. Отец Джохара трудился ветеринаром, а мать была домохозяйкой. Они жили в селе Елхарой, которое сейчас пустует, всеми покинутое. Семья Дудаевых была большой – 13 детей. Джохар был самым младшим из них. Предположительно, он родился 15 февраля 1944 года. По поводу точной даты рождения Дудаева ведутся споры, так как все документы были утеряны. После рождения младшего сына семью Дудаевых, как и большую часть чечен-ингушей, депортировали в Казахстан. Как раз во время этого переселения документы и потерялись. В возрасте 6 лет Джохар остался без отца, матери пришлось выйти на работу, чтобы прокормить многочисленных детей. Тогда-то мальчик и решил, что непременно станет успешным человеком. Это желание подталкивало учиться на хорошие отметки. Джохар стал единственным из своих многочисленных братьев и сестер, кто старался получить образование. Только в 1957 году Дудаевы вернулись в Грозный. Там Джохар учился в вечерней школе, а параллельно работал электриком. После школы в 1960-м он поступил на физико-математический факультет Северо-Осетинского пединститута, но после первого курса ушел. Джохар всегда мечтал стать летчиком, поэтому втайне от родных переехал в Тамбов, где поступил в Высшее военное авиационное училище имени Росковой. Интересно, что при поступлении Дудаев зачем-то соврал, что осетин, но когда получал диплом, то настоял, чтобы вписали настоящую национальность – Дудаев был чеченцем. Учебу в Тамбовском ВАУЛ Дудаев закончил в 1966 году с красным дипломом. После он продолжил службу в 52-м гвардейском инструкторском тяжелом бомбардировочном авиационном полку, дислоцировавшемся на аэродроме Шайковка в Калужской области. Именно там спустя год Джохар Дудаев и познакомился со своей будущей женой. Алла родилась в 1947 году в городе Коломна Московской области и была единственным ребенком в семье. Ее отец Федор Куликов – офицер военно-воздушных сил СССР. Поэтому Алла с самого детства вместе с родителями ездила по гарнизонам, так как к этому обязывала отцовская служба. До того, как девочка окончила школу, она успела сменить более 10 мест проживания. После школы Алла поступила в Смоленский педагогический институт на художественно-графический факультет, получила диплом художника. Во время учебы девушка каждые каникулы приезжала к родителям, оставшимся жить в Шайковке под Калугой. Во время одного из таких визитов к папе и маме и произошла встреча, которая навсегда изменила жизнь Аллы. Алла и Джохар познакомились летом 1967 года в гарнизонном доме офицеров. В те далекие годы в домах офицеров гарнизона сначала показывали кино, а потом устраивали танцы, куда можно было приходить не только военнослужащим, но и жителям окрестностей. Как только Алла зашла в зал, то сразу же привлекла внимание Джохара. Девушка была одета в яркое бордовое платье, которое сшила ее мать. Ведь в те времена не было возможности прикупить себе что-то интересное в магазине. Свои короткие каштановые волосы она аккуратно уложила волнами. Внезапно Алла поняла, что на нее пристально смотрит подтянутый мужчина с красивыми глазами и черными усиками. Это был Джохар Дудаев, тогда уже блестящий советский офицер, летчик. Он не стал медлить и пригласил ее на танец. Но сперва молодой человек важно представился – Джохар Дудаев, и зачем-то перечислил еще 7 поколений своих предков. Не зря. Все это тогда очень впечатлило Аллу. Уже через несколько минут общения стало ясно – у Джохара и Аллы много общего. Они имели одинаковые увлечения, любили одну и ту же музыку. Даже литературные персонажи им нравились одинаковые. Дудаев показал себя очень начитанным военным. После танцев Джохар предложил Алле встретиться, назначил встречу на следующий день. Она согласилась, но не пришла. Дело в том, что Алла обещала прийти всем кавалерам, когда те приглашали ее на свидание, так как просто не хотела их обижать. Но в назначенное время никогда не приходила, так она давала понять, что встречаться не собирается. Но с Джохаром этот трюк не сработал. Он был уязвлен подобной выходкой Аллы, не поленился и отыскал девушку в маленьком городке. Сразу, даже не поздоровавшись, выпалил: «Мы говорили вчера об отсутствии долга и чести, ваше поведение это подтверждает». Алла, конечно, была ошеломлена такими словами. В этот момент она поняла, что именно такого мужчину хочет видеть рядом с собой. Гнев Джохара показал девушке, насколько он верен данному слову.
Молодые люди с тех пор встречались каждый день. Они не стали дожидаться, пока Алла закончит институт, решив поскорее сыграть свадьбу. Свадебный обряд проходил по чеченским обычаям. Для этого Алла предварительно приняла ислам. Родители девушки совсем не противились ее выбору. Они знали, что Алла в конечном итоге все равно сделает по-своему. Да и Джохара они уважали, не были против этого брака и Дудаевы. Мать Джохара полюбила невестку, а его братья и сестры сразу приняли Аллу, потому что видели, что она чтит их обычаи и любит Джохара. Алла на самом деле была впечатлена чеченской культурой и тем, как они живут. Девушке нравилось, что местные дети с детства проявляют храбрость, а чеченский народ является большой семьей, где все стоят друг за друга и помогают во всем, уважая также и мнение других людей. Алла с Джохаром жили хорошо, они всегда были вместе. Делили на двоих и горе, и радость. В браке родилось 2 сыновей и дочь, о которых будет речь чуть позже. В 80-х годах, когда Джохар служил в Иркутской области, Алла обучала детей из близлежащей школы рисованию, создавала и собственные картины. А в 1991 году, когда Чечня решила отделиться от Российской Федерации, Алла внезапно проснулась супругой президента Республики Ичкерии. Сложно сказать, поддерживала ли она в глубине души отделение Чечни от России, но внешне Алла всегда уважала позицию мужа. Кстати, именно Аллой Дудаевой был создан герб Ичкерии с волком, который смотрит на Луну. Не будем вдаваться в подробности, почему на Дудаева вели охоту российские спецслужбы с начала Первой Чеченской войны. На него совершили 3 неудачных покушения, однако в 1996 году везение президента Ичкерии закончилось. Спецслужбы засекли сигнал от сотового телефона Дудаева 21 апреля недалеко от города Грозный. Сразу же подняли в воздух 2 штурмовика Су-24, на которых были самонаводящиеся ракеты. Говорили, что Дудаев погиб в тот момент, когда разговаривал по телефону с российским депутатом Константином Боровым. Алла Дудаева была неподалеку, стояла около оврага, это спасло ей жизнь. Волна от взрыва отбросила женщину во враг. Когда она выбралась из него, то сразу бросилась к умирающему мужу. Дудаев умер на руках у своей русской жены. Однако где похоронили и похоронили ли вообще Джохара Дудаева, остается тайной. Ходили слухи, что президент Ичкерии все-таки смог выжить и уехал в другую страну, где живет до сих пор под чужим именем. Но до сих пор эти данные никто не смог подтвердить. Через пару недель после смерти супруга Алла Дудаева попыталась уехать из страны. Сначала она отправилась в Нальчик, откуда планировала улететь в Турцию, но женщину задержали в аэропорту и подвергли допросам. Правда, меньше чем через месяц Борис Ельцин, встречаясь с лидерами чеченских сепаратистов, пообещал освободить вдову Дудаева. Алла вернулась в Чечню, устроилась на работу в Министерство культуры самопровозглашенной республики, где проработала почти 3 года. Однако, когда началась вторая чеченская кампания, вдова вместе с детьми все же решилась уехать навсегда. Она пожила в Стамбуле, Вильнюсе и в Баку. Алле предлагали вернуться в Чечню уже во время президентства Владимира Путина, но она отказалась. У Аллы до сих пор нет основного места жительства. С 2004 года она является лицом без гражданства, хотя 2 раза пыталась получить подданство Эстонии, но получала отказы. В итоге вдова Дудаева все-таки обосновалась в Швеции, неподалеку от Стокгольма. Основным видом деятельности вдова Дудаева сделала писательство, иногда она создает картины. Женщина издала книгу воспоминаний о покойном супруге, назвав ее «Миллион первый». У Дудаевой есть известность как писательницы и художника, неплохие доходы от проведения выставок своих картин и книг, больше замуж она не выходила. В семье Дудаевых 3 детей. Старшего сына зовут Авлур, он родился в 1969 году. Средний ребенок – дочь Дана, родившаяся в 1973. И младший сын Деги, 1983 года рождения. Когда погиб Джохар Дудаев, Деги исполнилось 13 лет. Остальные были уже взрослыми. Авлур Дудаев в 2000-х годах поменял имя и фамилию, став Олегом Давыдовым. Он смог получить литовское гражданство, так как оказался в Прибалтике еще до гибели своего отца. Олег Авлур был вынужден уехать из Чечни на лечение после того, как произошла стычка с федеральными войсками и он получил ранение. Сейчас сын Дудаева проживает недалеко от матери в Швеции, но не общается с журналистами и ведет тихий, спокойный образ жизни. Гораздо более интересна жизнь младшего сына Джохара Дудаева, не раз оказывавшегося в эпицентре скандальных историй. Деги Дудаев получил гражданство Грузии, но постоянно живет в Литве. Он работает руководителем в каком-то из отделов компании ВЭО, которая занимает одну из ведущих ниш в сфере альтернативной энергетики. Несколько лет назад Деги Дудаев участвовал в шоу «Момент истины» на грузинском телевидении, где его проверяли на детекторе лжи. Там Дудаев сказал, что ненависти к русскому народу не испытывает, но если бы у него был шанс отомстить за смерть отца, то он бы этим шансом воспользовался.
Интересно, что Деги Дудаев также отметил, что живет в Вильнюсе именно потому, что здесь можно часто слышать русскую речь. В 2014 году Деги был обвинен в подделке документов и вынужден был платить большой штраф литовским властям. Этот скандал получился весьма крупным. Дело в том, что во время перехода через границу в вещах Дудаева нашли 7 поддельных паспортов. Предположительно, они были предназначены для членов чеченской диаспоры, которые собирались эмигрировать в Европу. А вот Алла Дудаева стала кричать, что сына подставили. Это провокация и происки российских спецслужб. Деги – человек публичный, он ведет свою страничку в запрещенных в России соцсетях, имеет несколько тысяч подписчиков, активно следящих за его приключениями. Кроме того, множество публикаций на его странице посвящены покойному отцу. Единственная дочь в семье Джохара Дудаева, Дана, вышла замуж и вместе с мужем сначала проживала в Вильнюсе, потом они уехали в Турцию, какое-то время жили в Стамбуле. В 2010 году Дана с мужем решили перебраться в Швецию к матери, но попытка получить гражданство этой страны провалилась. Прожив в Швеции 3 года, Дана поехала в Германию, а ее супруг по каким-то неизвестным причинам выбрал в качестве страны проживания Великобританию. Чтобы так активно ездить по разным странам, нужны немалые деньги. По некоторым данным, семье Даны Дудаевой помогал бывший боевик самопровозглашенной Ичкерии Ахмед Закаев. Сейчас дети Дудаева проживают в разных странах и редко встречаются все вместе. У них подрастают 5 внуков покойного президента Ичкерии. Если вы помните, то в начале этого рассказа шла речь о том, что у Джохара было 12 сестер и братьев, которые не хотели учиться. Как сложилась их судьба, почти ничего не известно. По словам Аллы Дудаевой, большинство из них погибли во время Первой и Второй войны в Чечне. Однако кое-кто остался, и сейчас в разных странах и городах живут около десятка племянников и внучатых племянников Джохара Дудаева. Для того, чтобы посмотреть и узнать еще больше интересных фактов неизвестной истории России, подпишись на канал и поставь лайк. Мы постараемся донести до каждого зрителя настоящую неизвестную историю России.